Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем юбку солнце со сборкой по талии, без швов, и вошьем в нее пышный подъюбник. Итак, приступаем к работе. Итак, перед нами креп-сатин 1,5 метра длины и ширина у него 1,5. Я складываю ткань вчетверо и буду кроить от уголка. Я хочу сделать юбку длиной 45 сантиметров. Сейчас я измерю, какая у меня здесь общая длина получается. Здесь получилось у меня 75. Значит, я делаю длину юбочки 45 плюс 2 сантиметра, это 47. От края я ставлю меточку 47 сантиметров длину юбочки. И вот этот остаток на радиус мы с вами измеряем. Сколько он у нас получился. Тут у меня осталось 27 сантиметров. И от угла я провожу радиус 27. Я пишу ручкой «Пиши, стирай». Вы можете взять простой карандаш, мел или исчезающий фломастер. Отмеряем от радиуса длину юбки плюс припуск 47 сантиметров по всей окружности. Выкраиваем. Теперь сделаем небольшие метки переда и спинки. Вот такое получилось у меня солнышко без швов, с большим радиусом. И сейчас мы с вами перейдем к пошиву пояса для нашей юбки. Рассчитаем ширину пояса. Это двойная ширина резинки плюс по 1 сантиметру с каждой стороны. Я сшиваю поясочек из остатков от моего кроя. Поэтому я покажу, как это делать, если у вас такой же будет случай. Сшиваем мы не просто прямо деталь с деталью, а сшиваем под углом 45 градусов. Это нам поможет избежать толщины слоев, толщины швов. Вот таким образом я их складываю и сшиваю. И затем я разглаживаю шов в разутюжку, и у меня получается меньшая толщина по этим швам. Теперь сразу сошьем по центру спиночки поясочек. Смотрите, вот центр нашего пояса. Лицевую часть мы с вами зашиваем и немного заходим за изнаночную часть и зашиваем изнаночную часть где-то на сантиметр. То есть на ширину припуска. И оставляем отверстие. Вот я зашила это отверстие для того, чтобы мы могли потом, когда мы пришьем пояс, вставить сюда резиночку. Теперь находим бока у юбки. Для этого складываем вперед и спинку в области меток. И ставим здесь булавочку. То есть мы разделяем юбку на 4 равных участка. И прошиваем каждый участок отдельно на машинке. От метки до метки. Прокладываем строчки. На них мы потом будем собирать нашу юбочку. Также я разделяю наш поясочек на 4 равные части. И затем соединяю поясок и юбку по 4 точкам. И теперь каждый участок юбки я отдельно присобираю на поясок. Подтягиваю ниточку, распределяю ткань равномерно, ставлю иголочки и прохожу строчкой со стороны юбки, пришиваю тем самым юбку к поясу. Под машинкой еще немножечко расправляю складки. Не тороплюсь.
Я пришила юбку к поясу. Вот так это выглядит. Все хорошо. И теперь обязательное условие: дайте повисеть юбки в отвесном состоянии какое-то время. Я обычно даю день-два. Этого достаточно для того, чтобы ткань, которая расположена по косой, вытянулась и приняла свое положение. И пока юбка висит, мы сошьем для нее подъюбник. Смотрите мой мастер-класс «Пышный подъюбник». Я вам оставлю ссылку на него под этим роликом. Итак, следующий этап. Наша юбочка уже повисела. Мы пришиваем подъюбник к юбке. Также соединяем по 4 точкам центр спинки на юбке с центром спинки на подъюбнике и так далее. Перед с передом, бок с боком. Соединили по точкам, и затем между этими иголочками мы соединяем подъюбник с юбочкой, распределяем подъюбник внутри юбки, ставим иголочки. Вот так это выглядит. Теперь проложим строчку. Со стороны пояса будем шить. Вот здесь. Я пришила, проложила строчечку. Вот так сейчас это выглядит. Сразу я вшила петельки в бока. И теперь мы с вами прометаем весь припуск вручную. Я его вот так вот приметываю к поясу. Все юбочки у меня вот здесь приметаны. И теперь я буду вручную вот так вот огибать припуск наизнанку и пришивать вторую часть пояса. Я это делаю также сначала вручную. И обязательно смотрите, чтобы вот этот край, внутренняя часть поясочка, она была ниже, чем край, который у нас на лице. Потому что мы с вами будем прокладывать строчку не по поясу, а под поясом. Вот я все аккуратно прометываю. И вот смотрите, где у меня проходит вот эта нитка. Под пояском. Вот здесь у нас будет строчка проходить. То есть наша изнаночная часть поясочка, она ниже где-то на 2-3 мм, чем лицевая часть. И я прокладываю строчку вот здесь. В шов попадаю, соединение. Вот смотрите, я пришила. И на поясочек я вообще не заходила строчкой. То есть на пояске с лицевой стороны ничего нету. Здесь все с изнаночки пришито. Все аккуратненько. Я немного погладила по изнанке поясочек утюжком, не заходя на юбку. И теперь можно вдеть резинку. Длина резинки, обхват талии минус 5 сантиметров. Продеваем резиночку в отверстие, которое мы с вами оставляли для этого. Продели резинку и зашиваем. Теперь одеваем юбку на человека или на манекен. Контролируем верхний срез. Он должен быть строго параллелен полу. И в таком положении мы начинаем отмерять от низа нужную длину юбки. Допустим, мы знаем нашу длину в готовом виде. Мы ее уже отметили по центру переда. И смотрим, какое это значение у нас получается на линейке, когда мы ее ставим на пол вертикально юбочки. Смотрим. У нас, допустим, получилось какое-то значение. И это значение мы переносим по всей длине. Я передвигаюсь небольшими участками, где-то по 5-7 сантиметров, и ставлю точки. Так мы проходим по всему низу. Смотрите, какая разница. Вот я положила юбочку на ровную поверхность.
какая разница между длинами юбки, там, где нитка идет по косой, и там, где по долевой. И по намеченным точкам я выравниваю весь низ юбочки. Нижний срез юбки мы будем обрабатывать московским швом, поэтому полсантиметра загибаем внутрь по нижнему срезу и прокладываем строчку в миллиметре от края ткани. Проходим по всей длине, не торопитесь. Вот так у меня получается. Теперь срезаем близко к строчке ткань, весь припуск по всей длине юбочки. Не порежьте строчку, потихонечку срезайте. Вот так должно получиться. Теперь оборачиваем второй раз на изнаночку, вот на такую ширину, на пару миллиметров, и стараемся попасть либо в прежнюю строчку, либо в миллиметре от нее повыше. Мы с вами делаем вот такой очень тонкий шов. Работа, конечно, кропотливая, но она того стоит. Вот так у нас в итоге должно получиться. Мы обработали полностью весь нижний срез юбки. Также можно его немного отутюжить, чтобы убрать излишнюю волну. И у нас с вами получилась замечательная юбка солнца на пышном подъюбнике. Друзья, если вы мечтаете научиться шить профессионально корсеты, свадебные платья, вечерние платья, приходите в мою онлайн-школу шитья, и я вас всему научу. Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.